прилетели в Ларнаку. Сейчас пойдем искать автобус, чтобы добраться до центра города. Остановились мы в Пафосе, поэтому потом поедем в Пафос. Покажем и расскажем, как добраться. Аэропорт Ларнаки оказался небольшим и удобным. В зале выдачи багажа есть дьюти-фри, обменники и точки продажи сим-карт. Смотрите, какая классная акция. Любые 3 бутылки за 10 евро. Между аэропортами Ларнаки и Пафоса курсирует шаттл. Но мы поедем не на нем, он ходит редко. Покажем самый удобный способ добраться на любой курорт Кипра. Вышли в зал ожидания. Тут много кафешек и можно заказать такси. Идем в сторону выхода к эскалаторам. Поднимаемся на 2-й этаж. Автобусы в центр идут оттуда. Можно идти на указатели шаттл-бас. Потеряться тут невозможно. Но если все-таки запутались, спросите у сотрудников аэропорта. Некоторые даже на русском говорят. Нам нужно сесть на городской автобус. Вышли из аэропорта, пошли налево. Здесь сразу остановка, идите на табличку шаттл-бас, но нужен обычный автобус. Их много, они ходят часто. Спросите у водителя, какой вам нужен отель, они подскажут, где вам выйти. На остановке висит расписание, все номера автобусов и маршруты указаны. В центр можно ехать почти на любом. Мы сели на 425, проезд стоит 1,5 евро, оплачиваем водителю. Мы прилетели на Кипр в середине февраля. Ларнака встретила нас хмурым небом и легким дождиком. На улице около 12 градусов. Уже по пути можно полюбоваться зеленью и местной архитектурой. Если поедете на Кипр зимой, внимательно смотрите в окно. Вы будете проезжать соленые озера. Тут зимуют птицы. Розовых фламинго видно даже из окна. Водитель громко выкрикивает все остановки, так что свою вы не пропустите. За 20 минут мы доехали до набережной Финикудес. Здесь находится автобусная остановка, от которой отходит междугородний транспорт. Чтобы добраться до Пафоса, вам нужно сесть на автобус Интерсити. Расписание можно посмотреть на остановке. Зимой транспорт ходит чуть реже. В Лимассол, например, автобусы едут почти каждый час, а в Пафос всего 3 раза в день. Посмотрите, здесь на деревьях растут апельсины. И это прямо в центре города. Мы перекусили и погуляли по набережной. Пора в путь. В интернете пишут, что нужно следить за зелеными автобусами. На самом деле пришел другой. Так что лучше следите за расписанием. В автобусе есть кондиционеры. Кресла достаточно мягкие. Проезд от Ларнаки до Лимассола стоит 4 евро. До Пафоса 7. Заранее покупать билеты не нужно, оплачиваем водителю. За окном мелькают замечательные пейзажи. Кипр понравился нам с первых же минут. Даже хмурое небо и легкий дождик не портят картину. В пути мы сделали остановку в Лимассоле. Толком город мы не видели, но он показался нам современным и очень оживленным. Ларнака не такая.
Мы приехали в Пафос. Это центральный автобусный вокзал. Тут есть несколько кафешек, где сидят местные жители. Можно выпить кофе. Добирались мы около 3 часов. Сразу посмотрели расписание автобусов на обратную дорогу. Если что, справочные говорят на русском языке. Помогут. От автовокзала можно добраться в отель на такси или городском автобусе. Мы пошли пешком, чтобы размяться. Добрались минут за 20. На входе встречают вот такие охранники. Пушистый патруль нас одобрил, можно заселяться. Мы решили сделать небольшой обзор наших апартаментов. Название и ссылку на букинг оставим в описании к этому видео. Мы заселились вчера поздно вечером, уже здесь переночевали, и сейчас быстренько покажем, какие у нас апартаменты. Может быть, вы тоже захотите снять именно в этом комплексе или в этом районе. Мы не знаем, в чем дело. Возможно, то, что сейчас не сезон, нам бесплатно повысили категорию номера до семейного. Он оказался просто огромным. За 7 ночей мы заплатили около 10 тысяч. При заселении берут залог, его нужно оплатить картой, потом в течение 2-3 дней после выселения его вернут. Вот эта гостиная, здесь стоит большой диван, кондиционер. Кстати, в зимнее время отапливается только кондиционером, поэтому в первый вечер нам было холодно. Хотелось надеть тапочки, что-то теплое, но вот уже сегодня утром все хорошо и очень тепло. Напротив дивана большой телевизор. Теперь пойдем на кухню, посмотрим, что там. Первое, что нас очень-очень удивило, нам оставили комплимент от отеля. Посмотрите, здесь кипрские сладости, бутылка вина, 2 бутылки воды, орешки, чипсы, кофе, чай, какие-то сладости. Очень было приятно, мы вообще не ожидали. На кухне есть стиральная машина, мойка, чайник, куча шкафчиков, плита, духовой шкаф, микроволновка, холодильник большой. Посуды очень много, мы уже посмотрели, вот тут вот куча тарелок, кастрюли, сковородки, вообще все на свете можно готовить. Вид из окна очень классный, прямо на бассейн, и под окном у нас растут апельсиновые деревья. Сейчас февраль, сезон апельсинов. Пойдем посмотрим другие комнаты. Ой, посмотрите, какая люстра обалденная, мне нравятся такие люстры. Сюда идет одна у нас спальня, здесь вторая, здесь ванная. Сейчас зайдем внутрь, покажем, что. Вот здесь у нас шкаф с зеркалом. Большая кровать. И вот здесь вот куча шкафчиков, они огромные, вообще влезет все, даже если всей семьей приехать и все свои вещи привезти. Это первая ванная. Здесь у нас душевая большая. Мыло, шампунь, полотенце, все и здесь есть. В комнате еще один кондиционер, он тоже, сначала было прохладно, но потом все нагрелось за ночь быстро. Теперь идем покажем вторую спальню и вторую ванную. 2 кровати с тумбочками и тоже огромный шкаф во всю стену. И еще один кондиционер. И там в спальне есть холодильная доска и утюг. Теперь покажем вторую ванную комнату. В ванной еще один комплект полотенец, тоже мыло, шампунь, все это есть. Здесь не душевая, а прям ванная. Нашу раковину и ванную зовут Виктор. На территории комплекса есть 4 бассейна, плюс 1 детский, небольшой спортзал, парковка и много котов. Расположен он примерно в 15 минутах ходьбы от набережной. А еще нам очень понравилось, что здесь огромный балкон, с которого видно город, горы и территорию всего комплекса. У нас такой огромный балкон. Вот сейчас, вот там кухня, а я здесь на балконе. Здесь можно сидеть за столиком, наслаждаться красивым видом. Внизу у нас бассейн, апельсиновые деревья, горы. Тут
Тут на крышах у всех установлены солнечные батареи. Когда есть солнышко, в доме есть теплая вода, а если ее нет, нужен водонагреватель. Поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить выпуски о Кипре.